Всех приветствую! Вы на канале Lovecraft. В этом видео буду делать рукоятку для ножа в стиле пистолета Макарова. Чертеж кот уже приготовил. Остается дело за малым. Вырезать все из металла и доработать напильником. Ну вот приблизительно так это должно все выглядеть в сборе. Центральная часть будет изготовлена из стального листа 8 мм. А боковые части будут изготовлены из листа нержавеющей стали с шириной 3 мм. Главная часть рукоятки готова. Отношу на осмотр коту и приступаю к самому интересному – изготовлению деталей из латуни. Имитацию затворной задержки сделаю из сантехнического фитинга. Моя прелесть. Сигарета мелькает во тьме. Зашвырнул мне. Обугленный где-то на пальце ожог. Скрипнув стали. Полосу подготовил. Далее на наждаке скруглю углы и нанесу насечку с помощью ножа. Ощущаю с головы до ног. Сделал углубление при помощи травления металла. В дальнейшем в него будет устанавливаться предохранитель. Прихватил детали на сварку и в центральной части сделал пазы для установки магазина и лезвия. Лезвие без гарды как-то не смотрится, поэтому изготавливать ее, а также все остальные части буду из такого листа латуни. Отторцую заготовку на токарном, а все остальные работы буду производить с помощью напильника и надфилей. Не буду утомлять вас кадрами работой с напильником. Гляньте лучше на кота. Хорошего понемногу. Продолжаем крафт. Гарда готова. 101 раз собираю все детали вместе и вроде бы выглядит хорошо. А главное ровно. Курок готов и занял свое место. Следующая деталь – это предохранитель. Его я сделаю тоже из латуни. Спустя пару часиков и несколько тонн стружки деталь готова. Магазин сделаю из двух частей и скреплю на болт М3. Половина дела сделана. В дальнейшем соберу сюда коробок для спичек и нычек. Nice. Пропилил паз для установки защелки магазина. Теперь осталось, собственно, выпилить эту защелку. Ну и естественно, она тоже будет из латуни. Ну вот такая пиздопроебина у меня получилась. Установил подходящую пружинку и немного подпилил магазин. Но зато теперь все залетает как по маслу. Пока кот
помастурбирует, займусь гравировкой надписи. Блок питания, соляной раствор и лысый лихач за компанию. Травление металла – это отличный способ. Лайк тому, кто его придумал. 10 минут и надпись готова. С металлом все. Приступаю к деревообработке. Из березовой заготовки сделаю рукоятку для рукоятки. Ты что, дурак, блядь? Проточил паз, и теперь остается отсечь только... уже не нужно. Ну и отлично, тогда займусь декорированием. Из березы сделаю накладки и нанесу на нее насечки. Размечаю полосы с углом в 110 градусов и приступаю к чекерингу. Из остатков лезвия запилил себе два резца, одинарный и двойной. Шаг между линиями составляет 2 мм. Вот такого результата получилось достичь. Обработаю немножечко края надфилем и приклею к рукоятке. Из гильзы сделаю заглушку под винты, но для начала извлеку капсуль и заменю его латунной вставкой. Имитацию капсуля сделаю из остатков шпингалета. Вот такой шедевр. Ставь лайк, если тоже нравится результат. Тонирую древесину при помощи морилки и пропитаю ее маслом. Металлические части тоже не останутся без внимания. Их буду чернить при помощи жидкости для холодного воронения. К сожалению, нержавейка не берет такая жидкость, поэтому черной будет только центральная часть. Нож готов. Потратил на его создание почти целый месяц. Надеюсь, вы по достоинству оцените мою работу. Ставь лайк и подписывайся на мой канал. Это лучшая благодарность для автора. По моему мнению и мнению моего кота, получилось довольно неплохо. Нож тяжеленький и отлично сидит в руке. А как я делал нож в стиле Маузера, смотри на моем канале по ссылке в описании.